Приветствую вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал находится в городе Измаил, это юг Украины, юг Одесской области. Несмотря на это, мы составляем агрогороскопы по московскому времени. Очень удобно, в Гугле есть такая специальная программа, в которой можно определить время своего региона или страны. Сегодня рассмотрим агрогороскоп поливов на октябрь 2021 года. Позади уже начало октября, прошу прощения, немного мы задержались, очень много актуальных тем, но это время было поливов бесполезных, поэтому в это время что поливай, что не поливай, все равно это не имеет значения для растений. Растения не принимают в это время воду. Зато уже сегодня, 3 октября, уже после 12 часов активно начнется работа растений по приему и воды, и, естественно, питательных веществ. Поэтому после 12 часов можно уже поливать, а вечером уже можно и провести подкормку. Но напоминаю, время уже такое, что у нас физиологические процессы в растениях затихают. Это только теплые страны, там вот можно подкормочки делать. И в наших регионах, в теплицах, там, где отапливается теплица, и все равно не увлекайтесь подкормками особо. Тем более, что впереди новолуние. Растения сейчас затихают, никакой энергии из космоса не получают, поэтому новолуние 6 впереди. Мы особо не увлекаемся подкормками. А поливать можно и 4 до конца 3, 4 и 5 постарайтесь полить растения до 10 часов утра. Почему? Потому что далее идет время весов. Это время стихии воздуха с 15:42 минут. Это у нас 5 октября, 6 и 7 октября до 17 часов никаких поливов не проводим. Это время стихии воздуха, время дыхания растений, поэтому, пожалуйста, не поливайте. Очень медленно погибают растения. Многие наши подписчики, зрители уже это испытали и всегда просят вот этот календарь для того, чтобы и комнатные растения, и тепличные, и на улице поливать в нужное, благоприятное время. В данном случае у нас весы неблагоприятное время для поливов. Идем дальше. А вот дальше как раз хороший период. Уже начинается с 7 вечером. Можно поливать хорошо в Скорпионе. И 8 можно поливать. И далее у нас 9 тоже очень хороший день. Практически до где-то 15 часов очень хорошо поливать. Скорпион, стихия воды. Вода очень легко поступает к каждой клеточке. Поэтому поливаем. Тем более уже растущая луна. А вот уже вечером в 18:25 начинается время стихии огня Стрелец. И будет продолжаться 10, 11. Пишу, поливы бесполезные. Вот это то время, когда просто-напросто вода поливается без какой-либо пользы. Она уходит в неизвестно куда, но уходит в какие-то грунтовые воды. И если еще кто-то подкармливает в это время, естественно, эти воды вместе с минеральными удобрениями и другими удобрениями поступают в воды, которые питают и наши колодцы, а также различные реки, водоемы. Поэтому будьте внимательны. Лучше пропустите вот этот период. Вечером уже 11 октября, целый день 12, ну и практически весь световой день 13. Это время Козерога, дни корня, когда можно и поливать, и подкармливать. Вот это время, когда уже растущая луна, для тех, кто имеет цветы в комнате, кто в теплицах выращивает, время цветения. Поэтому не забывайте, те цветочки, растения, которые готовятся к цветению и цветущие, подкармливайте. Но снова же не увеличивайте дозу больше, чем написано в инструкции. Ну, а для цветочных, напоминаю, калий, магний, ну и фосфор. Вот эти удобрения в основе это калий, магний, которые нужны для растений. Далее снова наступает период, когда нельзя поливать. Это время стихии воздуха. Смотрите, вечером уже 13
в знаке Водолея 23 часа 48 минут, практически в 24 часа в конце суток наступает вот этот период дыхания растений. 14-го тоже Водолей и 15-го Водолей, и даже утром 16-го. Но там ночью навряд ли кто-то будет поливать. Но помните, что до 5 часов 23 минут поливать нельзя. Это время стихии воздуха. Это время, когда наши растения заняты дыханием. После перерыва, когда нельзя поливать, наступает хороший период всегда. Это время стихии воды. Естественно, в это время очень хорошо растения воспринимают воду. Это будет уже 16-го утром, после 6 часов утра. Очень хорошо уже начинается вот это продуктивное время для приема воды растениями и питательных веществ. Поэтому 16-го, 17-го и 18-го желательно до 10 часов утра полить все растения. Потому что затем наступает снова вот этот период, как будто бы в воздухе, поливы бесполезны, растения заняты своими важными делами, каждая клеточка занята какими-то... Я надеюсь, что мы откроем эти секреты уже в скором будущем. Очень интересные там происходят сейчас события. Но в это время просто-напросто вода не нужна и не используется растением. И мы должны это понимать. Это знак стихии огня. Особый знак стихии огня. И вот это будет у нас продолжаться 18-го, после 13 часов в знаке Овен, 19 и 20 до 23 часов. Практически и 20 все сутки лучше не поливать. Зато уже начинается ночью 20 и уже 21, 22, 23 утра можно заняться поливами и подкормочками. Это у нас время как раз такое уже после полнолуния, время, когда энергетика зашкаливала и уже потихонечку энергии успокаивается, можно и подкормочки, и поливы. Ну, естественно, уже листья опали, это только актуально для теплых стран, а также для тех, кто имеет теплицы и кто выращивает на подоконниках сейчас цветущие красивые растения. Затем наступает снова же период, когда нельзя поливать. Это период знака стихии воздуха, и начнется период в знаке Близнецы 23 октября. Луна в этом знаке с 10 часов 58 минут и будет находиться здесь и 24 октября, и 25 октября. Нельзя поливать. Снова же стихия воздуха, и, естественно, не поливаем. И всегда после такого периода наступает очень хороший период, когда растения готовы к приему воды, поэтому уже 26, 27 и 28 утром до 10 часов можно заниматься поливом. Луна будет находиться в знаке Рак. Это уже убывающая луна, и вода будет очень хорошо приниматься растениями. 28 октября, уже после 12 часов 8 минут, луна убывающая уже зайдет в знак Лев. И здесь будет находиться 29 и 30 до 21 часа 11 минут. Поливы, естественно, бесполезны. Напоминаю, это время стихии огня. И завершится месяц очень хорошим периодом для поливов и подкормок. Это время вечером уже после 21 часа в 9:30 и 31 все 24 часа можно поливать и подкармливать. Вот это такой у нас агрогороскоп. Надеюсь, сейчас вот видно весь агрогороскоп. Можно скриншот сделать и определить, записать себе. Самое главное, помните вот эти периоды, когда нельзя поливать. Это очень важно, и это уже испытано не только нами несколько лет подряд, а и нашими зрителями и подписчиками. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили сегодня для вас агрогороскоп поливов на октябрь месяц 2021 года. Желаем вам
здоровых растений. И вам крепкого здоровья, удачи вам, хорошей погоды и, естественно, позитивного солнечного настроения в эти хмурые осенние деньки. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале.